Всем привет, друзья! Хочется сегодня с вами поговорить об эффекте тыквенного латте, который буквально взорвал интернет пару дней назад. Какое это имеет отношение к Великобритании и как это может помочь лично вам? Давайте начнем с обзора самой ситуации. Что случилось? Итак, девушка приехала в Израиль и написала следующий пост. Я не буду его зачитывать, чтобы не добавлять собственной интонации для интерпретации. Подумайте, что этот пост означает для вас. Этот пост буквально взорвал и разделил интернет условно на тех, кто считает, что сообщение в этой форме непозволительно и обесценивает страну, в которую она приехала. И вообще пусть валит отсюда. И тех, кто поддерживает девушку, считает, что она просто ищет знакомый психологический якорь в чужой стране. Для этого видео не столько важно, что на самом деле подразумевала эта девушка, об этом знает только она. А важен тот огонь, который разгорелся из этого всего, подсветив проблему. Ну, практически любого мигранта. Давайте разберем, что случилось. Итак, первые, те, кто оскорбился, начали выражать свои эмоции по этому поводу в довольно прямолинейной форме. А сторонники девушки такому ответу также оскорбились и также начали думать даже иногда о непринятии по национальному признаку. Некоторые начали писать оправдательные посты. На что те, кто оскорбились, начали опять же отвечать: ага, конечно, девушка белая пушистая, ничего плохого не хотела, это мы просто такие, ничего не понимаем в этой жизни. Если мы сделаем шаг назад и отдалимся от деталей самого спора, то мы увидим, что это не что иное, чем столкновение двух культур и коммуникационных правил. И невозможность существования двух разных мнений в одной парадигме, когда и мое мнение корректное, и твое мнение корректное. И это не значит, что кто-то из нас не прав. Почему некоторым людям так сложно слышать о том, что чужое мнение корректно? Потому что в них это может отзываться так, что это означает, что их мнение и они сами неправы и вообще ничего не стоят. То есть это опускает их позицию. Конечно же, не у всех такая реакция, но в целом такой эффект называется условно «я окей, ты не окей», и наоборот, если ты окей, то я не окей. И это жизненные позиции из транзактного анализа, вы можете про них почитать. Это очень может сильно повлиять на коммуникацию, если не принятие чужой позиции, если чужая позиция вызывает у вас боль и непринятие. И, конечно же, для успешной коммуникации очень важно иметь возможность принимать тот факт, что у другого может быть другая позиция, и что эта позиция никак не обесценивает вашу. И если посмотреть из этой парадигмы, когда и я окей, и ты окей, даже если наши позиции абсолютно разными, то мы можем понять, что в той ситуации просто окажется, что девушка привыкла к другому стилю общения, а люди, которые принимающие на этой стороне, привыкли к другому. И из этого вышел конфликт. Но это совсем, опять же, не означает, что кто-то из них не прав. Здесь, конечно, можно было бы сказать о том, что если ты приехал в другую страну, веди себя как местный по местным правилам. Это действительно так. Но это занимает какое-то время, и для каждого оно разное. И более того, например, у меня, когда я переехала в Англию, у меня также были ситуации, связанные именно с культурными различиями, подачей мыслей. Например, когда я говорила «да, я понимаю, спасибо», в ответ мне говорили «как грубо ты ответила». Мне было очень больно и неприятно, и даже закрадывалась мысль о русофобии. Но со временем ты проникаешься нюансами и учишься говорить с местными на их языке. И в моем случае на самом деле всего лишь оказывалось, что дело в каких-то небольших интонационных оттенках. Когда я их изменила, то мои намерения перестали путать. Например, вместо строгого «I understand, thank you» я стала говорить «Oh, no, I totally understand, thank you». И в этом случае люди стали понимать, что вместо того, что я говорю, да уж, конечно, все понятно, спасибо, я действительно их благодарю и говорю, да, я спасибо, я все поняла. Поэтому те, кого оскорбило сообщение девушки, не правы. Но и девушка, с точки зрения, которая понимает такую форму вежливости, как в ее сообщении, тоже не права. Это просто столкновение способа выражения мыслей. Что же делать, если вы недавно переехали в другую страну, например, в Великобританию, и получаете не ту реакцию, которую вы хотели на ваши вежливые общения, на ваши вежливые комментарии?
Важно отметить себе в голове и помнить все время, что пока вы не разобрались в нюансах культуры, в которой вы переехали, вы можете делать ошибки в коммуникации, которые могут задевать местных. Как у приезжего, это ваша обязанность учитывать особенности культуры, в которую вы переезжаете. И, конечно, вы можете на это все наплевать и игнорировать, делать то, что вы хотите, но тогда и реакции местных удивляться тоже не следует. Это означает, что каждый раз, получая какую-то агрессивную реакцию на свои слова, вы можете не триггериться автоматически, а задуматься. Вот сейчас, вероятно, я что-то такое задел, но что, пока не понимаю, значит, может быть, имеет смысл просто прояснить, что именно я имела в виду. Например, вы можете сказать очень искренно: «Извините, я, может быть, не совсем корректно выразился, я не хотел никого задеть, я имел в виду вот это и вот это». И уже дальше исходить из ситуации. Что можно было бы, например, сказать по поводу тыквенного латте после того, как оно получило первые негативные отзывы? Это просто пример. Конечно, вариантов может быть много, просто пример. Например: «Извините, пожалуйста, если кого-то задел мой пост, я хочу уточнить, что я ни в коем случае не хотела сказать, что наличие и отсутствие тыквенного латте является каким-то мерилом. Мне просто немного сложно дается переезд. И несмотря на то, что мне очень нравится эта страна, я благодарна людям, которые меня здесь поддерживают, мне бы хотелось найти то, что поможет мне пережить этот переезд легче. И даже такая мелочь, как тыквенный латте, если мне удастся его найти, это поможет сделать меня немножечко счастливее в это непростое время». Но после этого наверняка люди бы поняли, что никаких негативных коннотаций в ее сообщении бы не было. Правда? Что делать, если вы принимающая сторона, и вас шокирует грубость приезжего? Ну, строго говоря, вы не обязаны не входить ни в чье положение и пытаться кого-то понять. Вы реагируете так, как реагируете. Но если вы хотите войти в ситуацию, то вам, конечно, это зачтется в карму, если вы в нее верите. Но для этого вам, безусловно, придется сделать большое усилие и некоторые вещи, без которых у вас может не получиться. Самое главное — это поверить, что если вторая, противоположная вам точка зрения корректна, то это не делает вашу точку зрения некорректной и вас плохим. Что имеет место ситуация, когда обе точки зрения корректны, даже если они противоположны. Что если тот человек в порядке и он корректен, то это не делает вас плохим, глупым и так далее. И если у вас получится в это искренне поверить, то ваше раздражение будет не таким сильным, и, скорее всего, вы сможете найти в себе силы, чтобы рассказать о том, что вы на самом деле чувствуете, другими словами. Например, вместо того, чтобы сказать: «Ты охренела? Вали в свою страну за своим странным латте», вы можете сказать: «Я слышу в твоих словах неуважение и обесценивание своей страны. Если ты не имела в виду это, то, может быть, имеет смысл перефразировать то, что ты хотела сказать». При этом вы остаетесь при вашем праве высказать свою реакцию, но также вам удастся донести до собеседника, что именно вас задело. Напишите, что вы думаете по поводу ситуации с тыквенным латте, как вы себе ее увидели, и были ли у вас какие-то собственные ситуации, связанные с коммуникацией, с недопониманием при переезде в другую страну, и как вы с ними справлялись. Спасибо за просмотр.